Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Есть такие десерты, которые хочется готовить снова и снова, в любую погоду. И один из таких десертов – это знаменитый турецкий пирог трилечи, тот самый, который не может напиться. Он получается очень вкусный, очень нежный, насыщенный и влажный. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Он подходит как для семейного чаепития, так и на праздничный стол. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 5 яиц категории С1 выкладываем в емкость. 1/4 чайной ложки соли, 1 чайную ложку ванильного сахара. Я буду отмерять мерной емкостью. Мерная емкость 250 мл, 1 стакан. Сюда входит 200 грамм сахара. Понемногу буду добавлять и будем взбивать до побеления массы. Сахар беру мелкий, чтобы лучше взбивалось. Взбиваем на средней скорости. Когда всыпем весь сахар, потом можно включить на самую большую мощность и взбивать на максимуме. И сейчас включаем на максимум и взбиваем минут 10. Вот такая масса должна получиться. Пышная, белая, глянцевая. 1/4 чашки добавляем молоко. Это 60 мл. Смешиваем. Долго смешивать не нужно. И добавляем 1/2 чашки растительное масло без запаха. Это 125 мл. И тоже смешиваем до однородности. И сейчас добавляем муку. Обязательно ее просеиваем. Муки понадобится где-то 250 грамм. Муку добавляем частями и вымешиваем снизу вверх, так, чтобы объем не нарушать. Духовку на этом этапе уже включаем на 180 градусов. Эту массу долго вымешивать не нужно. Вот так слегка вмешали. И сейчас остальную порцию муки добавляем и разрыхлитель. 1,5 чайной ложечки. Это 1 чайная ложка и еще половинка. И все просеиваем. И также вымешиваем снизу вверх. Миску можно вот так немножко прокручивать и как через решето пропускать массу. Тогда она насыщается кислородом, вот такая становится воздушная и не приминается. И так, чтобы у вас нигде не было залежей муки и разрыхлителя. Посмотрите, какая масса у нас получилась, воздушная, очень красивая. И духовка уже тоже разогрелась. Выливаем в емкость. Форма у меня прямоугольная, термостойкая, 23 на 34. Смазываем либо сливочным маслом, обязательно все, и бока, и основания, либо растительным. У меня растительное масло без запаха. Если вы не хотите смазывать маслом, можете выстелить пергаментной бумагой, так, чтобы у вас были ушки, чтобы вы могли потом извлекать. Я извлекать не буду, в холодильник буду отправлять прямо в этой форме, и отсюда же будем угощать гостей. Переливаем все в емкость и распределяем. Вот так немножко разровняем. Отправляем в духовку. Выпекать будем при 180 градусах 25-30 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Бисквит готов. Выпекался он 33 минуты. Шпажкой проверяем. Обязательно серединку. Видите, шпажка сухая. Края всегда суховаты. Все отлично, готово. Дадим буквально минут 20 остыть. Обязательно шпажкой вот так прокалываем. И заодно остывать будет лучше. И пропитываться будет лучше. А сейчас подготовим пропитку, пока у нас остывает корж. Здесь у меня 200 мл сливок 33% жирности. Сюда же добавляем 2 столовые ложки сахарной пудры, либо сахара. И все смешиваем. До легких пузырей хотя бы 1 минутку взбиваем, чтобы сахар растворился. В данном случае у меня сахарная пудра, поэтому масса получается очень нежная. И сюда же добавляем 500 мл молока. Обычное магазинное молоко.
с холодильника. Здесь у меня 400. Сейчас я добавлю еще 100. И все хорошо смешиваем. И еще 100. По старинному рецепту турецкому обычно добавляется 3 вида молока. Это овечье, козье и буйволиное. В современных условиях не у всех такая возможность есть. Вы можете вместо сахара добавить сгущенное молоко. То есть 3 вида молока. Обычное молоко, сливки и сгущенное молоко. Но я добавила сахар. То есть можно и такой вариант, и такой. Поэтому и называется 3 лечи, то есть 3 молока. Все у нас готово. Обязательно накалываем, чтобы лучше пропитывалось. Вот так заливаем. Еще по-другому этот пирог называют пирог, который не может напиться. Он такой пропитанный, вкусный. Мы вообще этот десерт очень любим. Всегда мы его заказываем. Где бы мы ни жили, этот десерт у нас в приоритете. Нам он очень нравится. И он сейчас будет насыщаться и становиться губчатым, очень приятным. Сейчас приготовим крем. Я отправляю сюда 200 мл сливок. Если вы хотите хорошим слоем, я буду делать 400 мл, 6 столовых ложек сахарной пудры. То вы можете сделать, как я, хорошим слоем. Если вы хотите тоненьким слоем, то 200 мл 3 столовые ложки сахарной пудры. Все под видео в описании опишу. Просто можно венчиком взбить чуть-чуть, чтобы масса загустела. Крем должен оставаться нежным. До устойчивых пиков не нужно взбивать. Крем у нас готов. Посмотрите, какой он нежный получился. И немножко отложила на украшение. Все готово. Корж очень нежный и крем нежный, поэтому небольшими вот так порциями выкладываем и будем выравнивать сверху ровным слоем. Все равномерно распределили. И сейчас поставим корж в холодильник, а пока готовим карамель. На средний огонь сковороду, желательно толстостенную. И сейчас сюда отправляем сахар. Сахара у меня 150 грамм. Нужно дождаться того момента, чтобы сахар начал плавиться. Сахар начал пускать влагу, и мы сейчас лопаткой не трогаем, а вот так вот слегка оставляем еще на среднем огне, так, чтобы он начал плавиться. Если вы сейчас сразу начнете лопаткой мешать, он начнет сахар комкаться и станет жестким. Буквально еще несколько секунд, и начнем уже лопаткой помогать. Уменьшила огонь, и вот сейчас начинаем помогать, когда большая часть уже стала жидкой. Уже перевела на маленький огонь. Очень карамель быстро может сгореть, поэтому очень надо быть аккуратными. И вот тогда, когда уже у вас вся масса однородная, никуда отходить не нужно, чтобы карамель не сгорела. Должен быть красивый карамельный цвет. Немножко соль добавляем, щепотку. И у нас сливки в состоянии парения. Холодные не добавляйте. Огонь низкий, маленький. Вот такая будет реакция. Все сразу перемешиваем. 200 мл сливок. Если вы будете с холодными, то сразу у вас начнет комкаться, и карамель у вас очень сложно будет получаться. Где-то грамм 30-40 сливочного масла. На маленьком огне у меня. Вот такая карамель у нас получилась. Посмотрите, какая она нежная. Цвета ириски, золотистая. Я переложила ее в другую емкость. И сейчас дадим ей остыть. Вот такая она мягкая получается. Немножко она застынет. Очень красивая и очень вкусная. Карамель нужно обязательно накрывать пленкой. У нас уже комнатной температуры. Уже мы можем оформлять трилечи. Тоненьким слоем вот так выкладываем сверху. Сейчас будем шпателем распределять.
Это традиционный рисунок пирога трелечи турецкого. Можно сделать меньше, можно сделать больше. И в другую сторону. Итак, дорогие друзья, трилечи получился очень нежный, безумно вкусный. Мы не могли дождаться, когда он охладится. Это тот пирог, который хочется готовить очень часто. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. От вас жду комментарии. Обязательно ставьте лайк. Если понравилось видео, поделитесь со своими друзьями и близкими. Это помогает продвижению канала. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами. Желаю вам мирного неба над головой. Всего самого наилучшего. До новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.